Любителям писать комментарии, привет, остальным мой телеграм-канал. Подпишитесь, умоляю. Спасибо. А теперь поставь лайк. Быстро. Вот я вас и развел на активность. Поехали. Как-то раз моряки наткнулись на мощный подводный клад в закрытом изнутри сундуке. А там, что вы думали, оказался Дио. Тот самый вампирский вампир, который должен был сгинуть вместе с утонувшим кораблем и Джонатаном еще 100 лет назад, примерно в первом сезоне. Но теперь, раз судно обнаружили без хозяев, а гроб пустым, будет новая, совсем не другая история. Правда, Джотаро, попавший за решетку, идти никуда не хочет и на просьбы матери не откликается. Мол, никаких продолжений аниме не будет, очередным потомком Джостеров овладел какой-то злой дух. Он и вещи невесть откуда приносит, и пули останавливает, одним словом, мистика. Но ничего, не стоит волноваться, ведь как раз для такого случая в Японию прибыл отец Холли, и по совместительству дед Джотаро, легендарный Джозеф Джостар. Тот самый, который когда-то расправился с каменными челами и даже слетал в космос. А теперь вот с ними еще и новый знакомый Абдул. И вместе они будут пытаться всеми силами и способами извлечь внука из злоключений. Правда, Джотаро ни в какие сказки не верит, идти все равно никуда не хочет, и вообще он вон какой сильный, а остальные вон какие слабые. Простите, Абдул тоже сильный, здесь он как раз для того, чтобы продемонстрировать, что злые духи явление не единичное. И вот пожарный своего смог обуздать, приручить, и теперь Джоджо проучит, чтобы неповадно было разбрасываться нелестными словами. Спойлер, огонь, оказывается, можно потушить, но добивания в спину не будет. Потому все равно главная цель задания выполнена. Джотаро переступил порог камеры. А все для того, чтобы выслушать целую лекцию про род Джостеров и родимые пятна в форме звезд, имеющиеся у всех предков всех потомков. Плюс одно есть на фотожабе, полученный из сломанного злым духом Джозефа фотоаппарата. Короче говоря, объявился Дио, вероломно присвоивший себе тело почившего Джонатана. И это фатальная проблема, которую никому, кроме как потомкам предков, решать не суждено. Ну и еще злые духи вообще не злые, называются они стандами. Вот. Из важного, Джотаро 16 лет, и он школьник, поэтому плановые походы на учебу и отмашки от загораживающих путь женщин никто не отменял. Собственно, у кого-то обучение тоже в самом разгаре. Поэтому нужно учиться и еще раз учиться, и готовиться к потенциальным экзаменам, чтобы сдать ЕГЭ на все 999 баллов. А помочь вам в этом может школа 99 баллов. Это интерактивная образовательная онлайн-платформа, на которой собрана вся нужная вам информация по каждому предмету. Вся информация уже систематизирована и сгруппирована, осталось только изучать все необходимое. Благо, онлайн-формат позволяет учиться, не выходя из дома. Плюс можно выбрать подходящий темп обучения, сформировав собственное расписание. А если понадобится, изменить его. Вебинары проводятся онлайн, и вопросы преподавателю можно задать в чате в прямом эфире, тут же получив ответ. Сами уроки с тайм-кодами важных частей лекции останутся в записи, что позволит в любое время вернуться и повторить нужный материал. Что до домашнего задания, так здесь даже не придется ждать его проверку, все обрабатывается автоматически. Поэтому алгоритм простой. Урок посмотрели, домашку решили, результат получили, знания закрепили, урок усвоили. Поздравляю! Но если вдруг понадобится поддержка или вопрос связан с теми заданиями ЕГЭ, которые никак автоматически не проверить, на связи круглосуточно дежурит персональный менеджер. А еще есть куратор, это тот самый человек, который лично сдал на 90 плюс баллов и следит за вашим процессом подготовки, подсказывая, над чем стоит поработать, чтобы усвоить все 100% материала. Ко всему прочему, сложная теория объясняется на примере фильмов, мемов и схемов. Так что если до сих пор не приступили к подготовке, самое время. Тем более, школа 99 баллов подготовила файлы со всей теорией по каждому предмету для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. И представляете, даже не придется тратить деньги, чтобы купить книженцы, потому что сборники можно скачать абсолютно бесплатно. Поэтому переходите по ссылке и забирайте материал по любому предмету. Что ж, учеба учебой, но представляете, беда. За всей ситуацией наблюдает некий Кокюэн, который, что вы думали, буквально одним мазком кисти поранил ногу Джоджо. Но не подумайте, все на самом деле чистая случайность, потому что дальше никто никогда о подобных способностях не вспомнит. Зато про надобность перевязать рану хотя бы платком еще как вспомнили. Но если серьезно и без кринжа, нужно сходить в медпункт. К несчастью, там уже опять ждет напасть. На платке пишут, мол, сегодня последний день жизни. А у медсестры так вообще развилась шиза, желание тыкать пациентов подручными предметами и того хуже тяга к делению Горемычного. К счастью, никакого горя не будет, Джотаро сразу понял, виной всему Кокюэн. И его стан, проникший в ни в чем не повинного врача, а это не дело, не гоже так, неправильно, нельзя подобным гнилым образом поступать. Ведь каким бы злым ни был ГГ, даже он себе не позволяет использовать тех, кто много слабее в корыстных целях. Потому, справедливости ради, нужно устроить одностороннюю одиночную резню. Ну типа вот этот вот, знаете, ора-ора, станда-павер и остальное. Короче говоря, все вокруг сломано, Кокюэн откис, осталось только принести тело деду, чтобы там уже использовать пойманного недоброжелателя
преподавателя ради получения информации о заказчике. Как вдруг кто бы мог подумать, оказалось, бедолага все это время действовал даже не по своей воле. Вон у него на лбу сидит какая-то пиявка. Плюс из-за имеющегося паразита несчастного осталось жить всего ничего пару дней. Информация точная, проверенная, Абдул знает. Он сам, было дело, пару месяцев назад чуть не попался в лапы Дио. Правда, к тому времени уже знал о злодее и потому умудрился сбежать. Благо, Джотаро ну прямо на 1000% уверен, что никакого труда иглу вытащить из мозга нет. Ведь стан ГГ мощный, сильный и сверхточный. И действительно, даже проникающий в самого горемычного паразит не сбил движения. Как итог, лечение прошло успешно, удачно. Вон Холли даже оформила повязку для всего хорошего. Поздравим! И заодно помянем, потому что, представляете, с самой домохозяйкой случилась беда. По всей спине колючки, шипы еще и прозрачные. Одним словом, стант. И выходит так, что сил на его освоение не хватает, а с такими случаями все заканчивается плачевно. Абдул знает, он сам несколько раз видел, как, не сумев обуздать стант, владельцы скисали за пару месяцев. И даже самые квалифицированные врачи ничего не могли поделать. К счастью, сейчас причины болезни ясны. А всем виноват объявившийся Дио, пробудивший станды у всех наследников Джостеров. А значит, деление гнили обязаны решить проблему. К несчастью, на всех фотожабах твари видно со спины, отчего точное местоположение как было, так и остается загадкой. Но ничего, опять еще раз не нужно печалиться. Джотаро может со своим стандом внимательно посмотреть и набросок чего-то невнятного оформить. А там уж Абдул сходит в библиотеку, проверит домыслы. И что вы думали, муха зарисовки водится лишь в одном конкретном ореоле Нила. Так что круг поиска сужается. Отправляться нужно как можно быстрее. Он, как и он, тоже поедет за компанию. Тем более пиявку на лоб ему посадили как раз во время семейного путешествия в Египет. А пока вся компания отправится в долгое, полное трагедии и бед путешествие, о Холли с радостью позаботятся сотрудники фонда Спидвагона. Ура! Да, точно, еще станду Джотаро дали имя по предсказаниям карт Таро. Стар Платину! Извините. Конечно, для сокращения времени, затраченного на путь, решено было воспользоваться самолетом. Только кто мог подумать, прямо посреди салона, откуда ни возьмись, появился какой-то жук, жужжит, летает, и еще и Стар Платина по нему не попадает. Проще говоря, противник мощный, неуловимый, а судя по тому, что знает Абдул, враг никто иной, как какой-то гнилой, известный в широких кругах создатель массовых катастроф, любящий вырывать жертвам языки. Ну, тут хотя бы повезло. Джотаро успел остановить зубами жало, жаль не более. Жук опять куда-то улетел, скрылся, спрятался, а там еще и какой-то дед решил прогуляться по борту. В общем, пенсионера нужно отключить и дать возможность Кокёину проявить себя. Ведь его стан пусть и слаб в лобовом столкновении, но для таких битв как раз подходит. А дальше остается только дело техники. Заманить насекомое атаками в нужную точку. И после проткнуть, продырявить и разорвать на куски щупальцами из ног. Итого деление выполнено. Владельцем жужжания оказался тот самый дед. Но теперь осталась еще одна, другая проблема. Пикирующий куда-то прямиком вниз самолет. Потому что правильно, пилоты уже давно не живые, и автоуправление выведены из строя. И ничего, опять же, не стоит печалиться. Ведь как раз для такого случая Джозеф уже ломал парочку авиационных конструкторских решений. А значит, можно успешно совершить посадку прямо на воду и продолжать путь. Только теперь, чтобы исключить сопутствующие людские жертвы, решено перемещаться своим ходом без всяких там крыльев. Если конкретнее, поплывут через все проливы и течения прямиком к пункту назначения. А перед отправлением как раз можно оформить лайк за старание и обед по расписанию. Плюс заодно помочь какому-то французу разобраться с меню. Но что вы думали, просившим помощи оказался очередной подручный Дио. Так что уже и пол ресторана переломано, и огненные часики тикают до момента скисания кого-нибудь. Ладно, простите, вру, уже ничего не тикает, все сгорело, и никаких продолжений дуэли замкнут на пространстве не будет. Полинарев все-таки человек чести и не может позволить себе победить противника, когда тот не может раскрыть все свои способности. Поэтому все тихо, мирно потопали на площадку для продолжения схватки. А и там, что вы думали, спустя примерно 5, 10, 20 минут показов, кто больше может, кто лучше управляется своими силами, Абдул все-таки поджег соперника окончательно. Но чтобы у Полинаров зря не мучился, вот кинжал для быстрого завершения всего плохого. Только даже в последние секунды человек чести таким и остался. Потому решил принять свою участь так, как тому быть. Но ладно, не волнуйтесь, ничему не быть, всего миновать. Огонь отключили, пиявку вытащили. Поздравляем! Удачи, успехов, всего хорошего. Самим же путешественникам пора отправляться к пристани дальше в путь. Но тут, кто мог подумать, снова объявился Полинарев. Говорит, мол, спасибо, пожалуйста, благодарю за спасение. А еще хочет уточнить, не потому ли Джозеф не снимал во время трапезы перчатки, что у него две правые руки. Ну, как видите, все не так. Просто одна жестяная, потому что было дело, если помните или нет, была битва с каменными челами, и вот это все. В таком случае остается только извиниться, просить прощения за бестактность и рассказать историю. Оказывается, Полинарев уже давно ищет делителя своей сестры, который как раз имеет пару одинаковых рук. И так уж неудачно вышло, что однажды в предсказательном шаре Дио француз увидел обидчика. Ну а потом, сами понимаете, паразит, контроль разума, вот это все. Поэтому ради мести придется увязаться за командой горемычных. Впрочем, никто не против. Из нового на корабле имеется непонятно как пробравшийся безбилетник. С такими, как говорится, два варианта. Либо сдать полиции, либо за борт. Ну и что вы думали, молодой взял, да по собственной доброй воле выбрал второе. Но там же в воде опасность, повсюду плавают, кружат акулы. И тут уже ничего не
поделаешь, пришлось Джотара спасать утопающего. Вернее, извините, утопающую. Оказалось, под шляпой целая копна волос, и вообще ребенка ни в чем не виновата. Она хотела всего лишь повидаться с отцом на том берегу. Очевидно, все байки, сказки и фатальная ложь, иначе откуда бы еще в воде взялся вражеский станд, если команда корабля проверена лично фондом спидвагона. Только ГГ почему-то не согласен. Уверена, что попутчица, подосланная гнилью, быть ну точно не может. Правда, это уже не важно, потому как на палубе объявился капитан корабля. Говорит, безбилетную ждет одиночная камера, а Горемычного выговор за осуждаемое курение посреди судна. И тут Джотара понял, капитан и есть владелец станда. Но все вокруг удивились, не поняли, а ГГ отвечает. Мол, уже давно догадался, как отличить всяких силачей от обычных людей. Есть, понимаете, какая-то взаимосвязь между вдыхаемым дымом и явной реакцией носа. Тут-то все удивились, не поверили, решили проверить, и капитан заодно тоже, да, выдал себя. То есть, если не поняли, все вышесказанное было блефом, фикцией и банальной проверкой, которую гниль не прошел. Потому будет очередная резня, деление, нарост из морских грибов и того хуже водоворот. В совокупности силы иссякают, жизненных энергий нет, дышать тем более нечем. И казалось бы, все, финиталя комедия, Джотара сдался и уже даже не сопротивляется. Но видите ли, случилась еще одна уловка и концентрация всех оставшихся сил в пальцах для прямого пробития водоплавающего. Хотелось бы поздравить, но на том вообще ничего не закончено, ведь корабль заминирован. А значит, придется терпеть и плыть на спасательных шлюпках куда-нибудь в сторону берега. Ну или внезапно образовавшегося на пути другого корабля. Но об этом позже, а пока можно посмотреть на Дио, послушать лекцию о том, что не стоит недооценивать джостеров, потому что связанная с ними судьба штука опасная и непредсказуемая. Впрочем, не стоит забивать голову дурными мыслями, пенсия Энни уверяет, что все пройдет гладко и без происшествий. Ведь за головами путешественников отправлены 7 сильнейших стандов, один из которых как раз прятался где-то на пустующем корабле. Там, представляете, никого нет, одна только клетка с орангутангом, и та заперта. Одним словом, мистика, лучше ничего не трогать и внимательно осмотреться. К несчастью, несмотря на предостережение и то, что никто действительно ничего не касался, одного из моряков каким-то чудным образом схватил и подвесил крюк, а после остальных кто-то успел поделить, пока они пытались подать сигнал бедствия. Благо, хоть ребенка под раздачу не попало, успела отправиться в душ, смыть весь случившийся кринж. Неблаго, сюда же уже пришлепал тот самый обезьян, который, если вы не поняли, как раз и является владельцем станда, которым, если вы не поняли, является весь корабль. Ну и тут остальные уже тоже поняли, в чем дело, правда, понимаете, поздно. Сталь деформируется, все в железе тонут, на одного только Джотара надежды и остается. А он что, тоже прикован к стене и того, глядишь, откиснет. Одно счастье, орангутанг умом не блещет, уже на победу настроился и на том, понимаете ли, просчитался. Потому как тот самый козырный палец еще есть, а значит проблем уже нет. И остается только бросить слабеющий до состояния лодки корабль, чтобы снова плыть на шлюпке куда-нибудь в сторону берега. Только там ожидаемо вновь поджидает беда. Еще и не простая, а лично сынуля той самой подручной пенсии Дью, у которой, между прочим, что вы знали, 2 правых руки. Тем временем случилось прибытие в отель, но что хуже, ребенку увязалась за героями, поэтому и для нее пришлось снять отдельный номер. Джозеф с Абдулом заселились в одном, Джотара с Кокёином в другом, а Пальнарифу достался одноместный третий. Жаль, насладиться уединением не получилось, потому что враг уже на месте и, судя по выставленным бутылкам, спрятался в холодильнике. Причем чел оказался настолько слабым, что даже не сопротивлялся, а потом и вовсе сам упал с балкона. Однако радоваться рано и поминки объявлять тоже не время, потому что пока назначалась встреча и все ждали общего собрания, Абдул выдал целую лекцию о каком-то проклятом станде, владелец которого специально получает увечья, чтобы после ответное проклятие настигло обидчика. Прочих подробностей не уточняется, а выживших после такого нет. Или, по крайней мере, не было. Ведь ну не может быть такого, чтобы Пальнариф проиграл какой-то игрушке. И действительно не может. Ведь пока кукла бегала, прыгала и разливала вокруг горючие жидкости, связанный француз тоже время зря не терял и разбил зеркало, чтобы увидеть, что происходит в комнате. Ну а там уже осталось дело техники, деление, все оформлено. А вопросы касательно законов и правопорядка, так и быть, адвокаты из фонда спидвагона как-нибудь уладят. И снова, и очень важного, Джозеф научился спиритическим мемам и схемам без использования фотоаппарата. Нужно всего лишь переключать канал телевизора, и слова телепередач сами сложатся в осмысленный текст. Оказывается, представляете, вот это да, Кокёин предатель. И правда, чел весь день сам не свой, то случайно прохожего поломает, то Джотара с карниза толкнет, то вишню с пола поднимет. А ну и ясно. Вместе с Джотара в кабине уехал поддельный Кокёин, в то время как настоящий вот он, рядом с Джозефом и Абдулом, только вернулся с пляжа. С Горемычным же очередной гнилой обладатель станда, главная сила которого в липкой, склизкой, неприятной броне, способный принимать любую форму, в том числе защищая владельца. Проще говоря, идеальная сила, по крайней мере на первый взгляд. Хотя и на второй, и на третий липкую гадость ни огонь, ни лед не берут. Остались только, сами понимаете, медные трубы и главный прием джостеров — побег. Только бежать Горемычный собрался не от противника, а вместе с ним. Да куда-нибудь поглубже в воду, чтоб дыхание сбить, по носу ударить. И ладно, простите, извините, так и быть, гадость готов все рассказать, только знает он немного. Разве что про еще каких-то там 3 модных, мощных вычислителей, один из которых
тот самый с двумя правыми руками, которого ищет Польнарев. А про силы и нюансы стендов не уточняется. Никто ведь не будет вот так просто раскрывать свои слабости. Между тем, пока тварь говорил, рассказывал, заговаривал зубы, он еще и успел добраться до люка, откуда как раз можно удачно схватить ГГ. Только вот то, что Джотара может выдать ответный поток воды, никто предусмотреть не мог. Потому за попытку смухлевать полагается многократная ора-ора, бим-бом и прочие положительные качества. Что до продолжения дороги, так герои, позабыв про планы не впутывать обычных людей, решили сесть в стандартный пассажирский поезд. А там заодно и ребенка за ними увязалась. Правда, этого пока никто не знает, не видит, не замечает. Впрочем, уже не важно, потому что таймскип. И вот герои уже в Индии освоят местные традиции, оценивают местную кухню. Польнарев так вообще постигает особенности уборной с автоматической утилизацией отходов. И тут вдруг, представляете, в зеркале появился вражеский станд. Тот самый, существующий только в отражениях, владелец которого как раз имеет две правы, вы знаете. Отсюда вывод: нужно со страху стекло разбить, а после товарищам о своем уходе сообщить. Дело личное, важное, серьезное, да и вообще никто не обещал, что француз будет с командой до самого конца. Он тут так-то ради мести. Вот и пойдет чисто в соло искать врага, и никакие отговорки, нотации, наставления Абдула ему не указ. Из важного, вот один из тех самых оставшихся математиков, зовут Холхорс. В свободное время катает всяких знатных особ, а не свободное делит змей своим пистолетным стандом. В последнем его подельник на правом гайле тоже участвует. Ну и раз команда встретилась, а по последним данным, Польнарев как раз остался один, самое время после дождичка в четверг убрать первую цель, а после с остальными расправиться. Плохо только сам француз не понял, куда делся один из двух врагов. А еще хуже, решил мериться умением много говорить и мало делать. Тут-то и оказалось, что шляпнику вообще ничего делать не нужно. Ведь станд не только пистолет, но и пуля, которая может без проблем менять направление. Но, к счастью, как раз вовремя на место событий подоспел Абдул, чтобы столкнуть товарища с фатальной траекторией. К несчастью, самого спасителя прямо через лужу проткнули, а затем и пуля в лоб угодила. И все, твари обрадовались успешному исходу с вычитанием самого опасного для их стандов огня. Плюс здесь уже Кокёин тут как тут, на почившего смотрит, ничего поделать не может, признаки жизни не присутствуют, а тут еще и Польнарев кринжует, мол, сам виноват, нечего было умного из себя строить, и вообще никто помогать не просил. Ну, кринж кринжем, а на практике слезы, слюни, сопли, слезы. Реально обидно, очень досадно и крайне неприятно. Вот. Поставьте лайк, а я, раз такое дело, расскажу анекдот. Представьте, собрались философы за столом, и как вдруг средь пиршества Сократ угодил лицом в салат. Все между собой переглянулись, кивнули одобрительно, поняли. Для концовки анекдота нужно вызвать Геродота. Но авиаконструктор прилетел, посмотрел на собравшихся и спрашивает, что для человека важнее, любить или быть любимым. И тут философ очнулся и отвечает вопросом: где я? Что до продолжения грустной истории, так после еще нескольких попаданий Польнарев все-таки свинтил вместе с Кокёином. Благо машина вовремя заспавнилась, не благо за ними отправился и Гайл. И вот он то в одном отражении, то в другом, и что делать неясно, вообще непонятно, и транспорт нужно скорее покинуть, как вдруг тут еще и какой-то пацан подошел, глазами смотрит, а в них ведь тоже, видите, отражение. Ну, тут-то француз и понял, как победить непобедимую неуловимую гниль. Да как возьмет, как бросит пыль в глаза молодому, что, конечно, станду ничего, кроме как переместиться в глаза Польнарефа, не осталось. Ведь вся оказия не в том, что существует какой-то мир зазеркалья, а в том, что сила Гайла буквально солнечный свет, которому жизненно важно постоянно отражаться от разных поверхностей. А дальше, как говорится, дело техники. Если траектория известна, можно и на опережение сработать, и до самого гнилого добежать. Он вот о пощаде просит хнычет, плачет, но вы представляете, это вообще-то не он. Руки-то разные, а тварь на самом деле спрятался и заблаговременно ранил прохожего, чтобы отвлечь внимание. И вот теперь уже внимание толпы навлечено на героев из-за каких-то обещаний бесплатно дать денег. А значит, за взглядами никак не уследить, траекторию не предугадать, и тут уже, казалось бы, все, финита ля комедия, да? Но нет, Кокёин вдруг в позу встал, весь из себя такой пафосный, и говорит, мол, все, станция конечная. А после взял да и подбросил монетку, обратив все взгляды вверх. Но про мемы и схемы с песком в глаза вы уже знаете. Выходит, осталось лишь окончательно завершить месть и раскрошить гниль. Наконец, можно поздравить. Но насчет Холхорса, так он сначала даже не поверил в сказки про поделенного напарника. Но потом, как понял, принял, обработал, да как побежал изо всех сил, что есть мочи. Только там уже Джозеф с Джотара объявились, и все, твари бы наверняка разделили, как вдруг откуда-то выпрыгнула та самая влюбленная богачка. Кричит, мол, нужно бежать, спасайте, спасите, помогите. Короче говоря, враг упущен. А поранившиеся оказали первую медицинскую помощь, между делом не приметив попавшую на руку Джозефа каплю крови. Но это уже совсем другая история, так называемый, так сказать, клиффхенгер. Из важного, старуха Гайл, почувствовав
то, как с кисою сынули, и, естественно, зареклась отомстить. Удачи. Между тем, дорога продолжается, пока Польнариев пытается охмурить вот прямо ту самую красавицу. Опухоль на руке Джозефа все прогрессирует и прогрессирует. Значит, нужно сходить в больницу подлечиться. Только вот доктор считает, что с подобными болезнями метод может быть только один — удалить, да и дело с концом. Правда, кто бы мог подумать, так неудачно вышло, что скальпель оказался в голове у самого медика. А народ так вообще, представляете, разговаривает. Мол, ничего у старика не выйдет, станд можно победить только стандом. И даже никакой бесперспективный Хаммон не справится, ведь самому себе навредить невозможно. А там уже и полиция повсюду ищет виновника происшествия из палаты. И так каждый раз выходит, что куда бы Джозеф ни бежал, тварь успевает вовремя отвести взгляд француза в сторону. А значит все, станция конечная, помощи ждать нечего. И вот тут можно подумать, что произошло фатальное отчаяние, беготня никакой цели не имеет и ничем хорошим не закончится. Ведь прыщ растет и растет, но представляете, нет. На самом деле Джозеф целенаправленно бежал до конкретной бочки, местоположение которой смог обнаружить своим спиритическим предсказанием на песке. Только не подумайте, смола нужна не для того, чтобы вражина задохнулась. Это понятно, станду такой нипочем. Зато затвердевание никто не отменял, потому все, успешный успех дед вывез чисто на опыте. Поздравляем, желаем счастья, здоровья, всего хорошего и самого наилучшего. Владельцем станда, если вы вдруг не поняли, была вот эта красавица, которая на практике какая-то замаскировавшаяся Аказия. Вот. Ну а раз со всем этим разобрались, то дорога в этот раз на личном транспорте опять еще раз снова продолжается. Конечно, очередных проблем и палок в колесах никто не отменял. Здесь и какие-то случайные подрезающие водители, и того хуже, опять и снова ребенка, которая на самом-то деле никуда не направлялась, а тупо сбежала из дома, чтобы отправиться в путешествие. Правда, кто мог подумать, что попутчики попадутся настолько невезучие и неудачные, что вот тот самый водитель все никак не отвяжется. И вот уже фура за поворотом, и вот уже около придорожного кафе вновь та самая машина. И вот уже с основного маршрута герои сбились и просто нагоняют противника. Но что бы думали, за следующим поворотом обрыв. Благо Польнариев притормозить вовремя успел, не благо гниль уже давит, поджимает задний бампер, чтобы столкнуть горемычных. Причем с такой силой таранит, будто бы не машина, а самый настоящий танк. Ну ничего, не волнуйтесь, от падения можно без проблем спастись крюком, который как раз успел зацепить Кокёин. А после Джотера может нести свою лепту, обменяв металлолом местами. Только рано радоваться, потому как водитель все-таки владелец станда, а не какой-то шиз. Так что вот несколько прямых, почти летальных попаданий, неизвестно чем и непонятно как. Спойлер, выстрелы велись под давлением отжатого воздуха каплями бензина. А все для того, чтобы потом поджарить ГГ. То есть, простите, сгорел только пиджак, самим Джотера все отлично. Значит будет, ну, сами понимаете. Причем тварь даже оставили в живых, разве что привязали к камню соответствующей подписью. Мол, монарх тренируется, не мешайте. Но не будем мешать. К слову, Пенсия Гайл совсем аж из дела, прознав, что все 7 отправленных прославленных математиков с позором проиграли. Ладно. Что до ребенки, про которую вы уже снова могли забыть, так ее обещают отправить домой ближайшим рейсом. Остальные же, как несложно догадаться, снова опять да, поехали дальше. Только видите ли, погода нелетная, ничего не видно, вокруг сплошной туман. Поэтому лучше стоит остановиться в как раз находящемся неподалеку городке. Единственная напасть, жители здесь какие-то неприветливые, а один так вообще плюс-минус 5 минут как не жилец. Судя по пороху, недавно стрелял в кого-то, а откис получается из-за множественных сквозных отверстий неизвестного происхождения. Получается точно 100% в случившемся виноват еще один владелец станда. Значит, нужно как можно скорее ехать куда подальше. Но представляете, беда! Хотел было Джозеф прыгнуть в машину, как на ее месте оказались точеные пики. К счастью, успел вовремя ухватиться и не свалиться. А насчет скорейших отбытий так уже и не нужно. Он навстречу путникам вышла какая-то владелица местного отеля. Говорит, мол, можно остановиться, а для Джостеров даже скидки имеются. А и тут Джотера понял, а откуда Пенсии знать, что они Джостеры. Но а Гайл и оправдалась, что это они сами в диалоге между собой успели пару раз перекинуться обращениями. А она всего-то, как успешный владелец гостиничного бизнеса, сходу запомнила, что других так туда смотреть не нужно, всего лишь ожог и точно никакая не вторая правая, левая, правая. Да. И снова сюда же прибыл Холхорст, тот самый успевший сбежать. Благо Пенсия такому появлению вообще не рада и совсем не верит подло бросившему ее сына подельнику. Проще говоря, за гнилой поступок полагается соответствующее наказание с ножницами. А шляпник, понимаете, и сделать ничего не может. Стан старухи вытягивает все жизненные жизни из раны, оставляя лишь дыру, через которую успешно проникает туман, чтобы управлять марионеткой. И здесь уже даже своими револьверами не воспользоваться, потому как по себе стрелять вообще не перспектива. Радует разве что спускающийся к вестибюлю Польнариев. Правда, и здесь так неудачно вышло, что пока француз интересовался здоровьем пожилой, Холхорс оказался живой, взял да вылез из-под дивана. И тут-то все стало на свои места, и вот уже самому Польнариеву нужно бежать куда-нибудь в служебное помещение, потому что на помощь позвать не получится. Вон на выходе целая толпа зомбей. Ну а в кабинке, понимаете, того хуже, наступила тишина. Никто даже в дверь не пытается ломиться. Потому бедолага возьми да взял, да посмотрел в замочную скважину и, соответственно, получил прямое попадание по языку. А там отверстие появилось, и контролирование туманом случилось, и все могло бы так
отрицательно закончится, но вдруг, представляете, в дверь постучали. Только, как оказалось, Джотаро стучал уже несколько раз, а старуха все никак не открывала. То он решил войти самостоятельно, разузнать, куда делся товарищ. А Гайл, значит, и говорит, мол, не стоит волноваться, мистер Джотаро. Ваш друг всего лишь в уборной. Вон, сходите, сами посмотрите. И тут ГГ было пошел, но остановился, потому что когда, где, из чего старуха узнала, как его зовут. Если Горемычный сам просил не называть его по имени, пока все в злополучном городе, а в журнале посещения указаны какие-то небылицы. Короче говоря, слово за слово случилась резня с кучей без проблем разбросанных в разные стороны зомбей и одним неудачным полученным в ногу ранением. Но не стоит печалиться, раз туман нельзя избить или разрезать, значит нужно тупо вдохнуть. Поэтому победа случится еще до того, как Гайл успеет сказать хоть слово. И вот тогда действительно все так, дышать-то нечем. К несчастью, пенсию пока решили тупо связать, чтобы побольше от нее про Дию и его помощников узнать. А к несчастью, потому что так Холхорст сказал. Ну, тот самый, который укатил в закат на машине Горемычных. Теперь путь продолжается на телеге. Кстати, подпишитесь. Из важного Гайл проснулась, кричит, орет от боли, корчится. А все из-за проросшего в ней того самого паразита Дио. То есть да, в нее Гниль тоже засунул пиявку из своей плоти, чтобы в нужный момент избавиться от проблемы. Ну а раз с этим покончено, то Дэн наконец может приступить и к делению героев. Однако с чего-то вдруг он на месте сел и даже ничего делать не собирается. Якобы все само собой решится, разрешится, и тут вдруг бим, бом, Джотаро произвел первый удар. Так, представляете, в ту же секунду бум, бац, и Джозефу тоже поплохело. Оно и ясно, оппонент настолько спокоен, потому что его стан уже находится в мозгу у деда и посылает многократно перемноженную боль, идентично той, что получает Дэн. Проще говоря, остается только бежать, а задержание и препятствия дальнейшему самовредительству твари оставляют на ГГ. Но вы не подумайте, идея вообще не в том, чтобы противник ослаб на расстоянии. На самом деле целью были телевизоры, в которые можно спроецировать картинку прямиком из головы, а дальше уже дело техники. Как и у Спальнариев, им придется напрячься и, сконцентрировавшись, уменьшить силы до размеров микрочелов. В то время как Джотаро только и остается, что покорно исполнять роль живого моста. Ну, конечно, снова извиняюсь. Опять, еще раз очередной. Да. Не стоит печалиться, ведь даже несмотря на множество плодящихся копий с клешнями, Кокюин уже успел обвязать всех и каждого щупальцами своего станда. Поэтому осталось только нанести финальный критический урон, и все, тварь спокойно себе вылетела и направилась к хозяину. Теперь, во-первых, необходимо избавиться от паразита в голове, а во-вторых, расправиться с Дэном. Опять же, на попытке проникнуть в мозг Джотаро даже не стоит рассчитывать и надеяться. Сами знаете, Старплатина быстрый, сильный, мощный, с нулевой задержкой реакции. Так что, конечно, схватить даже крохотную блоху не составит никакого труда. Да, вот эти попытки попасть в голову прохожей ребенки тоже, как говорится, куром насмех. Если вы не забыли, Кокюин уже успел завязать пару узлов, и они никуда не делись. Как итог, Гниль обездвижен, избит, унижен и прочие самые лучшие качества. Ура! Между тем, мало-помалу герои добрались до пустыни, и, конечно, чтобы именовать, нужен автомобиль. Ну, вернее, саму машину за много тысяч Джозеф приобрел для того, чтобы обменять на верблюдов. Иначе по пескам не перейти, а на краю оазисов, очевидно, наличным и безналичным расчетам не доверяют. Так что только бартерам. И вот, кое-как, оседлав новый транспорт, герои шли, а вокруг все жарче. Температура все выше, и, казалось бы, для дневной погоды это нормально. Только вот на часах уже, представляете, вечер. А значит, никто не понял, что несчастные умудрились встретиться с очередным стандом. Причем не абы каким, а целым солнцем. Выходит, ничего, кроме как отсиживаться в укрытии, не выходит. Нужно попытаться понять, придумать, как хотя бы вычислить оппонента, а уж потом можно и о победе подумать. Ладно. Простите, вру, ничего нельзя. Все, кроме Джозефа, уже в конец ожиздели, тупо смеются, хохочут, и на попытки деда образумить внимание не обращают. Проще говоря, все, приехали. Впрочем, ладно, еще раз извините. На практике как раз все, кроме старика, уже поняли, в чем цимис всей оказии. А вот смотрите, стоит посреди пустыни камень. Уже смешно. Но вы только посмотрите. Вот еще один такой же, только зеркально отраженный. И тень у него такая же отраженная. То есть нужно всего-то произвести прямую наводку по скрывающимся за иллюзорной конструкцией колдуну. И все. Вокруг наконец ночь, всех поздравляем, вычисления оказались верны, враг оказался слишком слабым, можно продолжать движение. Из ног Кокюину снятся сны, причем не простые, с какими-то стандами. Причем, представляете, собака из кошмара и в действительности скисла. Жаль, только подробности произошедшего никак не вспоминаются. Так мало того, еще и путь дальше под большим вопросом. Он, понимаете, больной ребенок, температура 39, нужно срочно отправить его к врачам, и значит самолет будет только завтра. Ну или можно взять младенца с собой. В воздухе ведь точно не может случиться ничего плохого, помимо, конечно, профессионального управления от Джозефа. Так и что вы думали? Конечно, может. Он теперь сон снится, не только Кокюину, но еще и Польнарифу. И они даже станды вызвать не могут, потому что все не по-настоящему, нереально, во сне. Правда, увечья вполне себе реальные, и тогда как французы разбудили, чтобы сменить попутчику пеленки, Кокюин остался там терпеть и еще раз терпеть. Хотел было себя поранить, чтобы проснуться, а тоже ничего не вышло. Благо, хоть самолет на одном крыле не летает, и по причине буйного спящего управление потеряно. Теперь остается только развести лагерь и подать сигнал бедствия. Жаль, правда, Кокюин все никак не может вспомнить,
вспомнить, что такого неприятного ему снилось, что после пробуждения самочувствие вообще не в норме. Как вдруг, представляете, вспомнил, рука ранее не болела, и уж точно на ней не было нацарапано никаких надписей. А тут, понимаете ли, четко и ясно говорится: ребенок стант. Как это понимать, не ясно, как дифференцировать, непонятно. Но младенец реально что-то скрывает, он такие зубы у него большие. И еще и кричит специально, лишь бы снять с себя все подозрения. Ну, то есть все, действительно, подозрения сняты, пора сварить обед. А все из-за того, что Кокёин сомневается в том, не шизали у него. Тем более, вот сами посмотрите, ребенок взял да проткнул булавкой скорпиона. К несчастью, доказательств не осталось. Пока все думали, проверяли, гниль уже спрятал улику во рту. К еще большему несчастью, шиза прогрессирует. И вот эти вот царапины явно этому доказательство. Теперь-то остальные точно не поверят в надуманные сказки. Вывод: нужно скорее отключить товарища, пока он не наделал глупостей. А затем можно и самим успешно заснуть. Но тут, сами понимаете, что будет дальше. Всех порежут на кусочки, никто не может проснуться, и Стар Платину Джотара тоже вызвать не может. Получается, все, конец истории, финита ля комедия. Или, ладно, так и быть, ничто не завершено, пока ничего не закончено. Потому что, если не забыли, Кокёина отключили как раз, когда он пытался нанести ребенку урон. И потому Стант тоже попал в сон. А недоверие со стороны остальных и обида можно оставить на потом. Самое важное сейчас — вылечить руку и заставить гниль перестать делать злодеяния. Иначе вопрос жизни будет под вопросом. Впрочем, младенца даже уговаривать не пришлось. Поэтому на утро Кокёин уже вовсю варит хрючево с особым ингредиентом. Радуется жизни, остальные тоже рады вместе с ним. Жаль, только не помнит, от чего голова болит, но это уже так, мелочи. Что до сюжета, так следующая остановка — какой-то клочок земли в океане, куда обязательно нужно заехать до продолжения основного маршрута. Но, чтобы вы знали, остров непростой. Там живет один единственный человек, поразительно похожий на почившего некогда Абдула. Но Джозеф так и говорит: здесь когда-то поселился отец их товарища, а место было тайной, чтобы вдруг не навлечь беду. Но теперь, когда беда уже и так случилась, остается только сообщить о скисании сына. Но Апполинарьеву ничего не остается, кроме фатальной депрессии. К счастью, долгих душных флешбеков не будет, потому что откуда ни возьмись появилась лампа. А из нее, чтобы думали, джин. Имеется, как это обычно бывает, 3 желания. Однако француз почему-то сначала даже не поверил в то, что такое возможно. Но так и быть, загадал богатство. И тут вдруг, представляете, посреди травы появился клад. И тогда Апполинарьев думал и загадал воскресить его сестру и товарища. Ну раз так, джин вполне готов исполнить просьбу. Только это целых 2 желания, и исполнены они будут по порядку. В первую очередь сестра. Вон она бегает, плачет и говорит, смотреть на нее нельзя. Апполинарьев в шоке, глазам не верит, понять не может, от чего же на него такая злость. Если он всегда любит родственницу и никогда ничего плохого ей не желал. Но в таком случае, раз брат желает только хорошего, можно успешно использовать его как продукт для пропитания и восстановления собственной плоти и крови. То есть, если вы вдруг еще не поняли, Апполинарьев он, не понял, значит нужно объяснить. Джин никакой не джин, а вражеский стант, материализующий желание буквально из грязи. И естественно, никакое желание по возвращению сестры обратно в землю не сработает, ведь третья хотелка уже загадана. И вот уже зомби Абдул тоже кусает Апполинарьев, и казалось бы, все, жизнь подошла к концу, можно спокойно прощаться со всеми и переставать думать, как, представляете, в глазах начало двоиться, и вот Абдула уже 2. Только есть один нюанс, второй настоящий. Поэтому пора разобраться с противником, а поплакать о внезапном воссоединении можно и позже. К счастью, сами желания и уловки я благополучно скипну, потому что и так понятно, Абдул бы в любом случае победил чисто на опыте, несмотря на полученные ранее рикошетные раны. Вот. Тем временем остальные уже заждались на берегу, и что вы думали, даже не удивлены внезапному воскрешению друга. Оно и ясно, одному только Апполинарьеву никто не сказал о незначительности полученного ранения, потому что язык у француза длинный, мог все разболтать, а это вообще абсолютно совсем невыгодно. Как понимаете, никакого отца на острове тоже не было, маскарад нужен был только ради конфиденциальности и совершения крупной покупки. Томить не буду. Новый приобретенный транспорт — подводная лодка. И раз дальше свободное, тихое, мирное, спокойное плавание, самое время наконец-то позвонить жене Сьюзи, которая по совместительству мать Холли и бабушка Джотара. Правда, она вообще не в курсе всех современных передрак со стандами и знает только, что у дочери какие-то осложнения на фоне простуды. К несчастью, у героев тоже фатальные осложнения. На субмарине, оказывается, уже давно имеется вражеский станд. Причем мало того, что быстрый, так рожа еще и превращается в любой из имеющихся приборов. Пыхтелок, сопелок, свистелок. И тут даже Стар Платина за ним не поспевает. А там еще и бабушка снова звонит, и не брать трубку как-то, не по-человечески. Поэтому Джотара ответил, что все хорошо заверил. И трубку повесил, разговор закончил. На практике же, сами понимаете, нет ничего хорошего. Так что придется направиться в отсек, где осталось еще хоть немного воздуха и акваланги. Проще говоря, пора затонувшего корабля бежать. Перед тем оформив короткий инструктаж, лайк, подписку и мемы что-то значащими жестами. Если знаете, пишите в комментарии. Ну и естественно, конечно, гниль показалась прямо ровно тогда, когда все уже собрались всплывать. К счастью, с Апполинарьевым все хорошо, ничего неплохо. К несчастью, доплыв до пещеры, ведущей на поверхность, оказалось никакой это не путь наверх, а тот же самый станд, просто набравший в размерах и массе из-за сближения с владельцем. Выходит, теперь все в ловушке, а во рту поганые рожи, и никакие попытки охмурить потенциальную красавицу успехом увенчаться не могут, потому что она знает, понимает, никто так на самом деле не думает, все ложь.
ложь и провокация. Все ложь и провокация. А за такое полагается деление. Но вы же не думаете, что Джотара вот так запросто могли раздавить зубами? Вот именно. Ему еще с Дио сражаться, поэтому даже алмазные прочности проблем не доставят, труда не составят, а там уже действительно до суши недалеко. Что насчет владелицы станда? Не знаю, ее не показали. Француз сказал, мол, зрелище не из лучших. Все-таки зубы теперь придется лечить. А говоря о проделанном пути, до Египта герои добрались всего за 30 дней, 24 серии и несколько успешных делений всякой гнили. Правда, все это была лишь прелюдия, и дальше предстоит еще несколько неравных битв. Но не стоит печалиться. Бабушку заверили, мол, работа пусть и пыльная, вместе Джостеры все равно смогут преодолеть все трудности. Да. Как говорится, попробуйте догадаться, о каком тайтле будет следующий ролик. Варианты пишите в комментарии. Гербарий, пролетарий, аварий, кулинарий, антикварий, океанарий, канцелярий, сценарий. Сценарий? Что? Пока.